Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Единственное, вы должны запомнить, что ежемесячно я разыгрываю 5 ми-бендов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Плюс еще у меня много конкурсов, условия в описании. Как всегда, вход записываю я на планшет, который я обозреваю, это Realme Pad. В чем он долгожданный? В том, что я был уверен, что он ужасен. Уверен, что он ужасен по причине того, что они туда запихали Helio. Helio — это процессор. Лучше о нем не говорить в суе. Почему? Потому что по непонятным мне причинам это все дело работает без лагов, без глюков. Ну, единственное, он на морозе, допустим, сейчас я снимал, сенсор плохо работает и довольно плохо запускается камера. Но я думаю, на морозе мы все плохо работаем через какое-то время. Особенности. Космос по автономности 11 часов. Это значит, что через Wi-Fi при средней яркости вы сможете совершенно свободно смотреть часов 18 YouTube свой любимый. Если брать по остальным каким-то вещам, играть в него можно. Съемка довольно комфортная. Съемка, опять же, из разряда Super Home Video. Надо кому-то позвонить, нужно с кем-то пообщаться, либо что-то сфотографировать. Внешка прямо топ. И я его купил за 13 тысяч, то есть таможню я не платил. Реально купить за 12, потому что, вот, допустим, сегодня, если посмотрите телеграм-канал, возможно, вам еще повезет. 2500 от 15 тысяч был купон на Али. Если считать кэшбэки и какую-то вещь вы собираетесь за 15 купить, у вас получается 1012. Но это совсем жирно. То есть реально этот планшет приобрести за 11-12, и это хорошо. У меня будут на руках еще планшеты от Lenovo, но здесь спойлер, без всяких спеков и всего остального. Если вы собирались купить что-то дешевое и классное, к сожалению, он дешевый и классный, несмотря на процессор. Шустрый, простой. Я не знаю, как Realme обуздала то железо, которое внутрь него запихано. Да, там по минимуму попугаев 230 тысяч, да, там нет каких-то супер скоростей, нет каких-то супер возможностей из разряда там клавиатуры за 27 тысяч, как у iPad Pro, не существует для него, он сам стоит 13. Но в целом они смогли, и я могу его советовать, так что смотрим. Сегодня наконец-то пришел тот момент, которого лично я ждал. Почему я его ждал? Потому что планшетов на канале было у меня уже море. Всякие олдокьюбы, яблочные планшеты, были планшеты таких мрачных брендов, о которых я сейчас даже вспоминать не хочу. А сейчас я максимально неправильным образом распаковываю realme-вский планшет, который обошелся мне в районе десятки, может быть даже дешевле с кэшбэками, об этом я расскажу в ролике. Что я хочу сказать, коробка пришла пусть и не нарушенная целостностью, но как вы видите, полопали ее хорошо на Почте России. Углы смяты. Если вы решите какому-то педанту, назовем это так, дарить, я думаю, что нужно будет все-таки смотреть это дело в магазине. Хотя в магазине вряд ли за 10 тысяч рублей у вас получится это дело приобрести. Но будем надеяться, что получится. У меня минимальная комплектация, 4 гектара оперативы, 64 гектара на борту. Что мы видим здесь еще? 18-ваттная зарядка. Помимо этого Dolby Atmos, разумеется. Аккумулятор довольно приличный на 7100 мАч. Напоминаю, что Xiaomi-шные планшеты стоят в раза два, получается, дороже, если мы будем брать последние Mi Pad, но и характеристики у них пободрее. То есть у нас там 144 Гц, экраны, все у нас там игровое, и, разумеется, процессор не такой убогий. Первая эмоция, где защитная пленка? Наклейку убираем, потому что все это дело будет сниматься, тестироваться и, возможно, поцарапается. Мы же должны видеть, как это все дело поцарапается. Здесь у нас слот под что? Увидим в процессе. Разумеется, скрепочка. Первое, что хочется сделать, это вскрыть слот, для того, чтобы посмотреть, попытались ли они сымитировать защиту от влаги, а конкретно прорезинили ли они его. Прорезинено, и, как мы видим, здесь либо в каких-то моделях, либо здесь можно помещать сим-карту. Если это так, то очень даже круто. То есть карта памяти и сим-карта физическая заползает, и вот эта бороздка металлическая даже очень прилично выглядит. Type-C-шный вход сделан аккуратно. Мини-джек, смотрите, куда они запихали. Хотя он здесь, если честно, не особо грамотно расположен. Кнопка питания не люфтит. Качели регулировки громкости люфтит чуть-чуть. Очень много отверстий, скорее всего, это микрофоны. Блок питания стандартный для Realme, неплохой. На 18 Вт. Нет, он только внешне неплохой, а мощность, конечно, ни о чемная. 18 Вт для планшета, но окей. Так они решили сэкономить. Остальное пустота. Все, банкет закончен, банкета больше нет. Смотрим у нас по инструкциям. На английском есть информация на греческом языке и даже на итальянском с французским. Вопрос дня, что у нас с русским языком? Обделили, скорее всего. 472 грамма, 437. Откровенно говоря, не особо и разница, правда? Толщины 7,2 мм с
камерой 8,8 мм. По размерам Realme 245 мм в высоту и 15,6 мм в ширину. На руках у меня глобальная версия девайса. Поставляется планшет в двух цветах, золотой и серый. Дизайн приятный, современный, без отталкивающих деталей. Сборка качественная. Корпус и рамки изготовлены из материала, похожего на алюминий, скорее всего, он и есть. Тыльная часть не маркая. За время моих тестов не поцарапался, и при этом он очень скользкий. Чехол в данном случае просто необходим, потратьте лишние 500 рублей. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки Type-C, 2 микрофона с шумоподавлением, 4 стереодинамика, Dolby Atmos на борту, кстати, разъем под мини-джек, инфракрасного порта, что удивительно, нет. Слот слегка утоплен и непонятно, либо это задумано так, либо это неудачная сборка лично у меня. Далее, с лицевой части аппарат оснащен дисплеем на 10,4 дюйма LCD с разрешением 2000 на 1200 точек. Не особо крутая плотность пикселей, здесь всего 240 dpi или 225 ppi по Antutu. Максимальная яркость всего 360 нит, особо на солнце не посмотришь в него. Имеется поддержка режима разделения экрана на 2 окна. На солнце яркости лично мне, еще раз повторяю, сильно не хватает. Частота обновления экрана всего 60 Гц. Да, это не Xiaomi Mi Pad и Mi Pad 5 Pro, которые были у меня на канале. Обзоры можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Там за соточку. Автояркость есть и работает в Realme плавно, быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки не изменяется, но теряется насыщенность цветов. Мультитач берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица, и срабатывает оно стабильно шустро. Рамки вокруг экрана приметные, но не критичные. Летим дальше. Оснащен аппарат 8-ядерным процессором Helio G80 Gaming. С техпроцессом древним, достаточно 12 нанометров. Его максимальная тактовая частота составляет достойные 2 ГГц, в принципе этого хватает. Обвес в виде графического процессора Mali G52 под 950 МГц не космос, но тоже хватает. Интерфейс пользовательский Realme для iPad на основе Android 11. Google сервисы доступны из коробки, оперативная память доступна на выбор на 3 или 4 гигабайта, внутренняя память 32 или 64. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Vibra, к сожалению, не завезли. Bluetooth не самой последней версии 5.0, но с другой стороны здесь и у яблока он такой же. NFC не поддерживается, из навигации имеется GPS, от GPS Beidou GLONASS. GPS-тесте показывает точность 2-3 метра в городских условиях среди высоток, притом на морозе. Емкость аккумулятора 7100 мАч, PC-марки выдал космические 10 часов 42 минуты и осталось еще 20%, что очень даже достойно. Тест я проводил на максимальной яркости, то есть если вы будете использовать все это дело от Wi-Fi, притом логично не на максимальной яркости, либо записанные видео, я думаю, минимум на часов 18-20 вам хватит. Заряжается с 0 до сотки от родного адаптера питания на 18 Вт за 2 часа 40 минут. За час игры в Genshin Impact улетает 35% на высокой графике и 30 FPS. Играть некомфортно, сопровождается все дикими лагами, при этом яркость он не понижает, нагревается, но не до состояния утюга. На минималках играть нормально, но не кайф. Тротлинг-тест прошел с хорошими результатами, 137 гипсов минимально, максимально 160, в среднем 151 гипс на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке выдал в сингл-коре 326, в мультикоре 1310, в 3D-марке показал следующие результаты. Wildlife 693, Wildlife Extreme 176, Wildlife Stress Test 694, Wildlife Extreme Stress Test 176, Slingshot Extreme 1352, Slingshot 1893. Данные Antutu средние, выдал результаты он 229 тысяч попугаев. В Storage-тесте показал 15 тысяч, результаты стресс-теста вы сейчас видите опять же на экране. С тыльной части расположена основная камера на 8 мегапикселей. Запись видео доступна максимум в разрешении 1080p 30 fps. Фронталка широкоугольная на 8 мегапикселей с углом обзора достаточным 105 градусов. И расположена по центру боковой рамки и предполагает все взаимодействия с ней в горизонтальном положении устройства. И максимальное разрешение для съемки здесь 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите. И еще раз от себя, камеры мне понравились. Тест работы фронтальной камеры от Realme Pad. И что я могу сказать? Съемка ведется вечером. Здесь же происходила съемка входа. По большому счету вам более чем достаточно для того, чтобы разговаривать по какому-нибудь WhatsApp или Telegram. Роллинг шаттера нет. Особо дико примеров смысла не имеет никаких запиливать. Камера находится грамотно в рамке, притом довольно удобно и незаметно. Нормальная камера для съемки не очень, а вот для разговоров даже стаб более-менее работает нормально, видите? Роллинг шаттера нет. Пример работы основной камеры вечером тоже, потому что не вижу особого смысла гонять его даже днем.
Ну а смысл? Бедный планшет. Планшет не должен суперски снимать. Вход вы и так видели. Снимать можно одновременно с фото. Планшеты для этого дела не покупают. Во всяком случае, не планшеты за 12-13 тысяч рублей, правда? Минусы. В тяжелые игры комфортно не поиграешь, маленькое разрешение у камер, но это все-таки планшеты, большего от него не нужно ждать. Следующее, не хватает яркости экрана в солнечную погоду, долгая зарядка, утопленный слот, отсутствие, разумеется, защиты от влаги и беспроводной зарядки, что неудивительно, для планшета тем более. И из лютых минусов, по мне, это, конечно, герцовка, могли бы сделать чуть дороже, но чуть больше герц и чуть выше плотность пикселей. Она здесь, скажем так, печально. Плюс желательно бы был другой процессор, но была бы другая цена. А цена на данный момент в районе $200, хотя покупал я его за 135, и это все еще реально сделать. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Там будут и моменты из разряда того, какие купоны сейчас есть в личном кабинете на Алиэкспрессе, и будут промокоды, если сейчас есть активные. Напоминаю, что в конце декабря будет сейл. Думаю, примерно за ту же стоимость можно будет планшет приобрести. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки именно на него, если он вам зашел. Резюмирую, для своей цены планшет более чем неплохой, фанатам зайдет однозначно. Мне лично понравился дизайн и его экран. Интерфейс во время использования не лагает, плюс все Google сервисы из коробки на борту. Русский системный язык в наличии, а цена приятная, особенно с промокодами. Девайс сюда, если вы берете его за 12 тысяч, однозначно, никакой таможни платить не надо. И напоминаю, что из интересного еще Apple Watch 7 разыгрываю, посмотрите в обзоре на них. Может быть, поможете людям поучаствовать. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, пишите обязательно в комментах, что еще купить на обзоры. Добра и удачи вам, дорогие друзья!